Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Сохраняет гены от сырости, вас от ревматизма. Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Да что вы ерунду поете? Лечит от всех болезней. О, це такий істочник. О, це так жива вода, а? Мертва підніме, правда? Я готов. С ума сошли. В чим дело? Полюбуйтесь. Боже мой. Быть знаменитым, что может быть лучше, не правда ли? Все тебя любят, у тебя много денег, да и предложений по работе хоть отбавляй. Да, звучит как прекрасная сказка. Вот только знаменитостям никто не сказал, что все это скоротечно и популярность с всенародной любовью со временем исчезнут, оставив после себя лишь воспоминания. Несмотря на то, что некоторым известным советским актерам повезло, и они были востребованы вплоть до самой смерти, многих из них ждала другая, более печальная участь. Они умерли в забвении и нищете. В этом видео я расскажу о таких звездах, а вы напишите в комментариях, кого бы лично вы добавили в этот список. Ах ты разбойник, ах ты бандит, это же все мое. Все твое. А я не люди. Убери ножичек. Заколю. Убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь. Актер Алексей Смирнов из тех, чье имя не помнит никто, но вот кинообразы накрепко оставляет в памяти. Смирнов в основном снимался в эпизодических, характерных ролях, но многие из них помнят все российские телезрители. Так он сыграл дебошира Федю в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Рекомендую классический сюжет «Русалка» в одноименной опере. Музыка Добровольского, слова Пушкина. Срамота. Одну минуточку. Механика Макарыча в картине «В бой идут одни старики», а также множество других. Смирнов никогда не мог построить отношения с женщинами. После ранения на войне он стал бесплодным, и поэтому так и не женился. Надломился Смирнов после смерти друга, Леонида Быкова. Стал много пить, несмотря на проблемы со здоровьем. Вскоре он попал в больницу с ишемической болезнью сердца, однако не смог отказаться от алкоголя и там. Его выписали 7 мая 1979 года, и в тот же день он, увы, скончался. Всенародная слава не сделала его счастливым и не принесла ему друзей, ровно как и безбедную старость. На могилу к Смирнову долгое время никто не ходил. Она заросла травой, и на протяжении 25 лет никто не мог ее найти. Место захоронения Алексея Смирнова обнаружилось не так давно, просто совершенно случайно. Александр Белявский, один из самых элегантных советских актеров, в молодости много снимался, причем в основном в ролях обаятельных негодяев. Чего только стоит роль Фокса в мини-сериале «Место встречи изменять нельзя» с Владимиром Высоцким. Последний фильм с участием Александра Белявского вышел в 2008 году, где он сыграл небольшую роль губернатора. Это была картина «Поцелуй не для прессы» с Андреем Паниным в главной роли. В последние годы жизни он не мог активно работать. Мешали проблемы с сердцем и последствия инсульта. Ходил Александр Борисович с тросточкой, чувствовал себя не слишком хорошо. Из-за отсутствия работы и маленькой пенсии денег на жизнь просто не хватало. Погиб Белявский в 2012 году. Артиста нашли под окнами дома, где он жил. Александр Белявский выпал из окна. Сперва считалось, что он остановился на лестничной клетке, чтобы глотнуть воздуха, и не удержал равновесия. Однако позднее друзья и коллеги стали говорить о том, что это был сознательный поступок, а причиной стали нищенское существование и проблемы со здоровьем. Александру Белявскому было 80 лет. Ну, давай переговорим. Может быть, лучше спать, а? Анна. Звезду 60-х годов, актрису Татьяну Самойлову, считали одной из самых красивых женщин не только в советском, но и европейском кино. А фильм с ее участием «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь Международного Каннского кинофестиваля 1958 года. Актрису узнали на Западе. Она начала получать приглашения на съемки в Голливуде и у европейских режиссеров. Однако чиновники Госкино не желали отпускать Самойлову на работу, боясь, что она станет невозвращенкой. В советское время ей хватало работы в СССР. Среди ее картин в то время есть, к примеру, Анна Каренина. С середины 70-х Татьяна Самойлова совсем исчезла с экрана. Вспомнили о ней лишь в начале 90-х годов. Пригласили на 43-й Каннский кинофестиваль. В Париж мы не ездили, мы сразу отправились в Канны. Канны, небольшой дворец был в Каннах, была Америка.
был Шарль Буае, была Даниэль Дерье, была Софи Лорен. Они звезды. Они очень богаты, они имеют острова свои в Италии, во Франции. Верят в свою красоту, в свое величие такое женское, в свои чары. Вот вы говорите, у них там острова, у них там Да, они дворцы, богатые, они богатые, а мы нищие. А мы вы нищие. человек не богатый? Нет. Нет, вот я хочу вылететь в Америку к сыну и не могу. А сын Не в хватает Америке? денег в Америке. В качестве почетного гостя. К несчастью, это не стало поводом для возвращения в кино. Первую после 25-летнего перерыва роль ей предложили только в 2000 году. После этого она сыграла всего в 5 картинах, например, в «Московской саге» с Ольгой Будиной и Александром Балуевым. Сама актриса говорила, что если бы она жила в Голливуде, одной только Анны Карениной ей хватило бы, чтобы всю жизнь прожить безбедно. Мне просто очень трудно без работы, очень трудно на пенсии. Я до сих пор не могу понять, почему так несправедливо и так рано кончается творчество актера. Кончается. Рано или поздно оно кончается. Умерла Самойлова в одиночестве в 2014 году. Мало. Много. Артист Сергей Филиппов был поистине народным. Многие фразы, которые его персонажи произносили с экрана, ушли в народ. Из-за специфической внешности длинной нескладной фигуры Филиппова в основном снимали в комических небольших ролях, особенно в зрелые годы. Среди его ролей нетрезвый лектор из фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», эпизод в комедии «Девушка без адреса», роль шведского посла в «Иван Васильевич меняет профессии» и, разумеется, эталонно сыгранный Киса Воробьянинов в экранизации «12 стульев» Леонида Гайдая. Мало кто знает, что знаменитый артист в 1965 году перенес тяжелую операцию по удалению опухоли головного мозга, а чуть позже его единственный сын вместе с матерью, первой женой Филиппова, уехали из страны в США. О смерти отца Юрий Филиппов узнал намного позже его похорон. Сын артиста, кстати, отрицал, что его знаменитый отец жил в нищете, потому что артист коллекционировал старинную мебель, фарфор и драгоценности. Но коллеги Филиппова утверждают, что даже в окружении антиквариата актер жил просто впроголодь, хоть и продолжал сниматься вплоть до самой смерти. Две последние работы Филиппова – эпизодические роли в «Собачьем сердце» и в фильме «Частный детектив» или «Операция Кооперация». Последние годы своей жизни Филиппов провел в одиночестве. Друзья актера рассказали, что после смерти актера дочь его второй жены воспользовалась суматохой и вывезла из квартиры все ценное – антикварную мебель, драгоценности и фарфор. При этом деньги на похороны собирал друг и коллега Сергея Филиппова Александр Демьяненко. Сергея Филиппова похоронили в апреле 1990 года. А если не будут брать, отключим газ. По-настоящему народная артистка Нонна Викторовна Мордюкова много снималась и в советское, и в новое капиталистическое время. На ее счету были роли в фильмах Никиты Михалкова и Владимира Меньшова. Однако всенародная слава и востребованность даже в поздние годы мало сказывалась на качестве жизни. В 1999 году она сыграла свою последнюю кинороль в картине «Мама» с целым созвездием молодых актеров. Ее партнерами по площадке на этом фильме были Владимир Машков, Евгений Миронов и Олег Меньшиков. В интервью Нонна Мордюкова сдержанно жаловалась на безденежье и унизительное существование на копеечную пенсию. В конце жизни она делила с сестрой крохотную захламленную квартиру в Крылатском в Москве. Она много болела, поэтому не могла заработать на съемках и концертах. Говорила, что пенсии едва хватает на самое необходимое, а иногда в магазине она берет в руки ананас, просто чтобы понюхать. Нонна Мордюкова умерла в 2008 году в возрасте 82 лет. Ты что делаешь? Что? Третьим будешь? Что? Иди домой! Что? Борислав Брандуков. Этого актера знают по небольшим, но хорошо запоминающимся ролям Федуля и Зафони, инспектора Лестрейда из «Приключения Шерлока Холмса», фальшивого капитана Колбасьева из «Мы из джаза» и множество других. Первый инсульт Борислав Брандуков перенес в 1984 году, в 46 лет. Несмотря на серьезный диагноз, он продолжал сниматься в кино, старался вести активный образ жизни, но за первым инсультом последовало еще 3.
Болезнь растянулась на целых 10 лет, и в последние годы жизни, после 1997 года, артист не вставал с постели, не мог разговаривать, только плакал иногда от тоски и унижения. Жизнь была очень тяжелой. Жена Брундукова Екатерина рассказывала, что в доме периодически появлялись молодые крепкие парни бандитской наружности, которые оставляли ей немного денег. Пара жила в селе Быковне под Киевом, куда даже отказывались ездить врачи. Временами есть было совсем нечего, и тогда знакомый мясник давал семье Борислава Брундукова кости. Из них Екатерина варила жидкий суп. Актер умер в 2004 году, ему было всего 66 лет. Светит луна или падает снег. Карьера московского актера Владимира Ивашова начиналась блестяще. Он снялся в фильме Георгия Чухрая «Баллада о солдате». Когда еще был 20-летним студентом ГИКа, актер был номинирован на престижную британскую премию «Бафта», а памятник солдату-освободителю в Болгарии стали называть Алешей в честь его персонажа. После первой звездной роли были и другие. Адъютант полковника Кудасова в «Короне Российской империи», Печорин в «Герой нашего времени» и другие. Правда, создавалось впечатление, что в кино просто эксплуатируют его внешность, а актерский диапазон Ивашова никого вообще не интересует. В начале 90-х Владимир Ивашов не был востребован в кино. С работы из театра киноактера его попросту уволили. Чтобы заработать на жизнь, он устроился разнорабочим, таскал кирпичи на стройке, месил бетон. В 1995 году он умер от открывшегося внутреннего кровотечения. У Владимира Ивашова была язва желудка. Актеру было всего 55 лет. Народная артистка СССР Тамара Носова выступала в основном в комических амплуа. Она закончила в ГИК в 50-х годах и с тех пор много снималась. Правда, в основном эпизодах. Среди ее известных ролей тетушка Аксал в сказке «Королевство кривых зеркал», Донна Роза, «Здравствуйте, я ваша тетя» с Александром Калягиным, Комариха в «Свадьбе в Малиновке» с Михаилом Пуговкиным. Тамара Носова долго работала в театре киноактера, трижды была замужем, но все 3 брака окончились разводами, а после смерти матери в 1982 году замкнулась в себе и стала вести практически отшельнический образ жизни. В 1991 году ее заставили уйти из театра. Кроме того, актриса болела. Диагноз – хроническая ишемия сердца, которая обычно сопровождается тяжелыми депрессиями, ослаблением памяти и внимания. Последние годы Тамара Носова питалась в социальной столовой для бездомных. Ее пенсии не хватало даже на квартплату. Туалет в квартире артистки не работал несколько лет, по дому шмыгали крысы. У Носовой развилась тяга к патологическому накопительству. Она стаскивала в квартиру хлам и мусор с окрестных свалок. Умерла актриса в 2007 году, после того, как несколько дней пролежала на полу в квартире после инсульта. Михаил Кононов. Кононов начал сниматься в кино в начале 60-х годов, однако наибольшую популярность получил в 70-х, после главной роли в мини-сериале «Большая перемена». Там Михаил Кононов снялся в роли школьного учителя Нестора Северова, а вместе с ним играли Александр Збруев, Светлана Крючкова, Савелий Крамаров и другие. В 80-х годах Кононов появился в роли пирата-крыса в культовом телефильме «Гости из будущего». В фильме он в паре с Вячеславом Невинным гонялся за Алисой Селезневой и мальчиком Колей, которые пытались спасти Мия Лафон. С Михаилом Кононовым сыграла злую шутку его несколько комичная внешность. В поздние годы его мало снимали. Этот типаж не был востребован в кино 90-х. Кононов не сдавался. Он написал книгу воспоминаний и пытался ее продать. Однако издательства не проявили заинтересованности. Из-за бедности ему пришлось продать московскую квартиру и поселиться в ближнем Подмосковье. За 2 недели до смерти он лег в больницу с воспалением легких. Однако денег на нужные лекарства не хватало. Кононов умер летом 2007 года от тромбоэмболии. Налетай, торопись, покупай, живопись. Срамота. Одну минуточку. Георгий Вицин, очаровательный Бальзаминов, трус из легендарного трио, Пан Цыпа, Хмырь и еще много-много любимых персонажей. Все это народный артист СССР Георгий Вицин. Расцвет его славы пришелся на времена Советского Союза, а в 90-х он, вместе с Великой Троицей, много гастролировал. Вицин до последнего играл в театре, а свою богатую квартиру отдал любимой дочери. Перебрался в хрущевку,
где стал избегать публичной жизни и даже общения с соседями. В немногочисленном кругу его знакомых вспоминают, что Георгий Михайлович отличался особой добротой, кормил птиц, подбирал и выхаживал дворовых собак, хотя сам жил на скромную пенсию и гонорары за редкие выступления. Помощь от поклонников не принимал, ссылаясь на то, что люди отдают ему последнее. Демонстративно не взял даже деньги, присланные в больницу. Умер после продолжительной болезни на 9-м десятке лет. Теряю былую легкость. После ужина грибочки, после грибочков блинчики, жуткое селение. Любимый характерный актер Семен Фарада за несколько лет до смерти выпал из театральной и киношной жизни. Его здоровье не позволяло работать с полной отдачей. Семен Фарада прошел лечение в 10 больницах. В одной из них ему сделали операцию, установили искусственный клапан в сердце. Перенес он ее отлично, даже хвастался тем, что может играть в футбол. Но спустя некоторое время до актера дошли известия о смерти Григория Горина. Печальные новости вызвали сильнейшее потрясение, которое спровоцировало инсульт. У актера нарушилась речь, стало тяжело ходить. Прошло чуть больше полугода, и Семен Львович снова попадает в операционную. На этот раз звездный актер сломал шейку бедра. 3 операции только усугубили состояние сердечно-сосудистой системы Фарады. У него диагностируют 2-й инсульт. Все эти годы актер, не имеющий возможности сниматься, жил просто в настоящей нищете. Деньги на дорогое лечение не выделялись. Семья актера все это время выкручивалась сама. Во многом из-за недостатка средств на дорогие лекарства знаменитый артист скончался от сердечной недостаточности на 76-м году жизни. Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры. Наталья Кустинская. Красавица из легких советских комедий, на протяжении всей жизни была неунывающей оптимисткой, даже когда ее перестали приглашать, а деньги в семье заканчивались, и актриса была вынуждена переехать в малогабаритную двушку. Позитивный взгляд на мир и жизненная энергия не покидали ее. Все без исключения констатировали, Кустинская по-прежнему улыбчива, ждет роли. Однако в 2002 году умирает единственный сын Натальи, Дима. Ему было 32 года, и обстоятельства его гибели до конца так и не выяснили. Чуть раньше актриса лишилась внука. 6-месячный малыш сгорел от рака. После трагических событий Кустинская впадает в жестокую депрессию, на фоне которой у нее развивается остеоартроз. Болезнь провоцирует необратимые изменения во внешности, но Наталья Николаевна продолжает надеяться хотя бы на театральную роль. Но не зовут. В 2010 году приступ радикулита спровоцировал падение. Актриса сильно повредила позвоночник и уже не смогла реабилитироваться. Чуть позже падение повторилось. На этот раз она упала рядом с горячей батареей, сломав руку. Больше 12 часов прошло после того, как Наталью Николаевну в таком положении обнаружили близкие. С пневмонией в состоянии комы актриса была доставлена в реанимацию, а спустя несколько дней у нее случился инсульт, который Кустинская уже, увы, не пережила.